Не, сейчас побежит тебе. Сёма, сегодня тут химия. Давай, дружок. Без тебя. Смотри с галерки. Добрый день, друзья. Покажу две орхидеи, которые приобрела. Сёма ушел, обиделся. Обиделся. Приобрела в прошлую среду. Ссылку на обзор из Leroy Merlin оставлю в правом верхнем углу экрана. Да, действительно, была великолепная поставка, и мне очень понравились две орхидеи. Но кто-то даже угадал, что же я приобрела. Вот эту орхидею я вижу второй раз. Первый раз мне не понравились корни, а второй раз и корни, и цветы. Все было замечательно у этой орхидеи, поэтому я ее купила. Смотрите, как она неровно посажена в горшке. Виден торфяной стакан. Один цветочек она начинает засушивать. Но есть еще два бутончика, и бутончики распустятся. Красивая орхидея, но, к сожалению, не знаю, как она называется. А вторая орхидея, мне очень понравился комментарий, но сейчас сложно определить, кто же его написал. Перед комментарием написан цифровой код, но мне очень понравился комментарий. А-ля лебедь. Да, действительно, вот эти лепестки очень похожи на лепестки лебедя. Но когда я дома рассмотрела внимательно цветок, но они все вот такие закрытые, больше не распускается. Сейчас я попробую вам показать. Губа, как у биглипа. Очень интересная орхидея, но сбрасывает бутоны. Вот эти распустят, а маленькие, вот они все, остаются у меня в руках. Ну, цветы-то у нас не самое главное, лишь бы растение было здоровое. Но так как корни великолепные, надеюсь, что цветы и бутоны появятся в домашнем цветении. Но я не просто так сказала, что растение должно быть здорово. В этом году просто бум вопросов от подписчиков, что происходит с листьями. То появляются черные точки, то желтеют не только листья, и неправильно, как мы привыкли, с края листа происходит пожелтение, а пожелтение происходит пятнами. Бывает покраснение листьев. Ну, в общем, столько разнообразных болезней, а это действительно болезни, что я целую неделю изучала все болезни листьев. Но передать это я все не могу. Я для себя сделала определенные выводы. Вот сейчас вам их и попытаюсь озвучить. Что я вынесла из этого большого объема информации? Есть такие заболевания, я часто это повторяю, мы не можем с ними справиться. Это или бактериальные инфекции, или же вирусные инфекции. Нет лекарств от этих болезней, но их просто не существует. Хотя такое заболевание, как фузариоз, мы с ним можем побороться, и если это какая-то первая, вторая стадия, даже чаще всего побеждаем. Но на четвертой стадии, когда распадается орхидея совсем на запчасти, тут мы ничего сделать не можем. Но это действительно, когда мы покупаем взрослое, здоровое растение, и вдруг оно начинает погибать, мы ищем причину найти не можем, но иногда бывает, что фузариозное
увядания можно определить по темным пятнам, если это не пигментация. Вот смотрите, у темных орхидей очень часто бывает вот такая пигментация листьев. И это к фузариозу никакого отношения не имеет. И даже бывает на самой орхидеи, на стволе такие пятна, но это опять же не имеет никакого отношения к фузариозу. Это просто пигментация из-за того, что расцветка самих цветов очень-очень темная. Бывает такое, даже бывает сиреневый листик растет, но это тоже, это не заболевание. Но это то, что касается фузариоза. И от фузариоза для меня самый лучший препарат от грибка фузариум – это фундазол. Фундазол я сейчас не принесла, он у меня открытый, животных много. Чтобы не рассыпался, я его не приношу сюда. Есть еще вирусные заболевания, с которыми тоже мы не можем справиться, к сожалению. В европейских странах, в Америке, если есть бактериальное заболевание или вирусное заболевание у цветка, там даже можно цветок сдать в лабораторию, чтобы проверили, что это за заболевание. Или же в Европе есть тестовые полоски. Определитель, вирусное это заболевание или же это просто грибковое заболевание. И такие растения, они просто утилизируются. Где-то они сжигаются, где-то даже в мусор нельзя выбрасывать. В общем, нужно отнести это растение в определенное место, где его правильно утилизируют. Но мы с вами этого определить не можем. И вот когда я рассматривала разные заболевания, например, грибковое заболевание, черная пятнистость. Это грибковое заболевание. Смотрю на вирусное заболевание. Вот такая же пятнистость, на взгляд непрофессионала, ничем не отличается. Но одно заболевание вирусное, другое заболевание грибковое. И вот с вирусным заболеванием мы бороться не можем. Да, вирус сам по себе, он не распространяется на соседнее растение, но мы его запросто можем перенести с соком больного растения. Например, есть трещины на корнях больного растения, а мы берем одной и той же водой, поливаем и больное растение, и здоровое. Вот мы и перенесли вирусное заболевание. А что проще всего? Всегда есть ножницы или секатор. Отрезаете цветонос, и попадает сок растения на секатор. А вы его после этого не обработали, не промыли, не протерли водкой или спиртом, или каким-то спиртовым раствором. И вот, пожалуйста, вирусное заболевание передано следующему растению. Это, конечно, печально, что мы не можем победить все болезни орхидей, но грибковые заболевания мы с вами очень эффективно лечим. Ну, что такое очень эффективно? Опять же, на орхидеях выявлено более 150 грибков. И какой поселился на нашей орхидее, опять же, это можно определить только в лаборатории. Есть препараты, фунгициды общего действия, то есть от большого спектра грибков. И мы с вами часто применяем привикур, и я пользуюсь топсином М. Привикур, топсин М. Могу вам показать два своих растения. Меня тоже не обошло это несчастье с орхидеями. Вот я вам в начале лета показывала вот эту орхидею. Орхидею Гроссетта. Были красивые цветоносы, они и сейчас есть, она до сих пор цветет. И посмотрите, какая есть пятнистость на листьях. Не равномерный окрас, а с желтизной.
Но это я пролечила уже растение. И желтизна стала менее заметной. Орхидея набрала более зеленый цвет. Когда начали распускаться цветы, она вся пожелтела, и даже ствол стал желтый. Вот этот стволик, ну, там сохранился этот еще оттенок, но он был прямо ярко-желтый. И на одном из листьев, вот здесь будет хорошо видно, появилось вот такое темное пятно. И вот эта орхидея была 2 раза с разницей в месяц обработана топсином М. Ни цветы не сбросила, ни листья не потеряли упругость. И пожелтение листьев, оно отступило, его стало меньше. Корни, вот они, живые корни, все продолжило расти. Но обработка таким препаратом только по листьям. Желательно корни не затрагивать. И много фунгицидов есть, прямо рекомендации, что если вы обрабатываете растения, ни в коем случае не опрыскивайте корни. И еще одна орхидея, я не борюсь, конечно, за ее жизнь, но тоже неприятная ситуация. Это Абба, и она в этом году великолепно цвела, и я ее показывала на одном из листьев. Причем этот лист из точки роста появилось вот такое черно-желтое пятно. Сначала было маленькое, но она цвела, я побоялась ее сначала обрабатывать, но когда это пятно продолжило расти, ни в коем случае, Сёма, Сёмочка. нельзя сегодня. Нельзя. Все. Все, уходи. Уходи. Не-не-не, нельзя. Я тоже дважды обработала эту орхидею топсином М. И эта орхидея после обработки и после цветения замерла. Ничего не происходит. Ну, корни-то растущие есть, но не листика нового. Казалось бы, период вегетации после цветения. Ничего не происходит. И только 3 дня назад я увидела, что у орхидей появились новые корни. Они еще маленькие, но их уже видно. Ну, во-первых, после обработки фунгицидом минимум 3 недели орхидею нельзя удобрять, потому что должен фунгицид работать. Орхидея или лечится, или же растет. Вот, видимо, она вышла из этого состояния, и появились молодые корни. Но не только эти 2 препарата рекомендуют биологи использовать в борьбе с грибковыми заболеваниями. Это практически единственное, что можем мы с вами полечить. Но так как грибковых заболеваний очень много, то еще есть 2 препарата общего назначения, который очень рекомендован биологами. И здесь я начала разбираться, только ли 2 таких препарата можно использовать на наших орхидеях. И вы знаете, я провела, наверное, часа 1,5 в Леруа, искала, какие еще препараты содержат точно такое же действующее вещество. Например, на препарате Скор вот здесь написано действующее вещество. Так. И вот, пожалуйста, еще один препарат с таким же действующим веществом, плюс еще одно вещество. И, пожалуйста, еще один препарат
с точно таким же действующим веществом, как скор. Теперь давайте посмотрим вот этот препарат. С таким действующим веществом препарата я не нашла. Но мне понравился еще вот такой. Здесь даже указано, что можно использовать на цветочных растениях. И еще один препарат от комплекса болезней. Как-то так получилось, что у меня все эти препараты оказались фирмы «Август». Ну, кроме скора. Перед применением любого фунгицида нужно очень внимательно прочитать инструкцию. Во-первых, класс опасности. Если у вас есть дети или животные, нужно обязательно на это обращать внимание. Если на пакете с фунгицидом не написано кратность обработок, задайте вопрос в интернете. Поищите не блогеров, а биологов, которые точно подскажут, с какой периодичностью надо обрабатывать растения. Но чаще всего это бывает в период вегетации 2 раза. Вот я обрабатывала с разницей в месяц. Обратите внимание, нужно ли прикрывать корни растения во время обработки. Я уже не говорю о цветах, если они есть. В общем, вот эти все нюансы обязательно сначала изучите, только потом обрабатывайте орхидею. Но бывает так, обработала, ничего не происходит. Каждый из этих препаратов борется с определенными грибковыми заболеваниями. Но так как мы с вами, опять же, не распознали какой это грибок, мы можем только на личном опыте взять другой препарат с другим действующим веществом и обработать орхидею. Но чаще всего вот такие черные точки на орхидее, они никуда не исчезнут. Мы определяем, что мы вылечили растение только лишь по росту новых здоровых листьев. А процесс этот очень долгий. Поэтому не рекомендую вам использовать сразу все препараты. Попробуйте сначала одним препаратом. Посмотрите, начнет расти молодой лист, и тогда вы определите, справились вы с этим заболеванием или нет. Вот видите, я обработала 2 раза и не спешу обрабатывать еще каким-то препаратом. Она закончит цвести, орхидея, я думаю, что будет выпускать новые листья, и вот тогда я посмотрю. Да, справилась. Ну, наверняка справилась, потому что корни уже растут. И растут весьма здоровые. Так что все это сложно, но все это доступно и возможно. Но есть заболевания, действительно, с которыми нам справиться не удастся. И если мы попробовали один препарат, другой препарат, а все равно ничего не помогает, то вполне возможно, это не грибковое заболевание. Да, досадно, обидно, но бывают и такие моменты. Бывает, что купила великолепную орхидею, сейчас покажу вам этот кошмар, а сделать я ничего не могу, совсем ничего. Вот такая чудесная орхидея, принцесса Сакура. Купила я ее зимой. Она великолепно растила корни, листья, выпустила цветонос, даже зацвела. Но потом мгновенно пожелтели листья. Видите, даже с этой стороны листьев-то не осталось. Обработана, конечно, обработана. Но, видимо,
это не грибковое заболевание. Сначала пожелтели листья, потом от ствола пошла чернота. Но так как желтеют листья, и я вижу, что чернота идет уже глубоко, и даже цветы она сбрасывает. А еще очень примечательно, вот корни все были идеально зеленые и растущие. Если показывать вам вот эти корни, вот, это молодые корни росли, то корни все пропали. Все моментально высохли. И спасать здесь уже нечего. Вот это самое печальное и обидное. Но так бывает. Что делают с орхидеями производители, мы все равно не знаем. И вот такой печальный конец у этой орхидеи. Бывает и так. Убираю эту орхидею. Не хотелось бы заканчивать на такой печальной ноте. Будем бороться с заболеваниями орхидей. Будем бороться за жизнь каждой орхидеи. Надеюсь, что 99% орхидей мы все-таки вылечим. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Показать вам обиженного кота. Да, вон он. Смотрите, какой укор во взгляде. Вот, выгнали.